Здорово всем, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. И сегодня я расскажу вам о стукачах. Как они стучат в зоне, зачем им это нужно, что они с этого имеют. В общем, всю вот эту подноготную сегодня мы и обсудим. Для тех, кто впервые на моем канале, я человек, который провел 12 лет в местах лишения свободы, чем я не горжусь. Здесь я рассказываю просто свой опыт, чтобы люди не совершили моих ошибок. И также хочу смотивировать других, изменить свою жизнь в лучшую сторону, как это сделал я. Видео не несет никакой пропаганды, агитации. Я за свободную, спокойную, мирную жизнь. Так, с чего бы начать? Это просто воспоминания. Давайте я просто некоторые примеры вам приведу, как люди начинали стучать и для чего вообще ментам это нужно и людям это нужно, которые это делают вот там, в зонах. Первым сроком, в общем, я когда попал на малолетку, Рязанский Централ, это был 2004 год, 2005 год, там постоянно сотрудники администрации склоняли тех, кто сидит на малолетке, стучать. То есть, знаете, как это происходило? Нас вытягивали по одному из камеры. Там не знаю зачем. Могли открыть дверь и там сказать, допустим, там осужденный там Котов на выход. Ты выходишь просто. Тебя заводит такой на этаже кабинет, если он называется козлодерка. Там, сотрудники, неважно, любые могут быть, от младших инспекторов, которые просто, самые, можно сказать, обычные рядовые менты, до там каких-то чинов, там, например, не знаю, опера, там, отдел безопасности какие-то, их там называют звезды, типа вот кто звезды, там, такие какие-то серьезные офицерские звания имеет и должности на тюрьме. В общем, они тебя вызывают в эту козлодерку и начинают расспрашивать. Так, типа, невзначай там, а что вот происходит там, а кто чем занимается. Когда ты стоишь и говоришь, я ничего не знаю, типа, вот ничего, ты понимаешь, там, что тебя вывели для того, чтобы узнать от тебя какую-то информацию, то есть ты стоишь, начинаешь говорить, что я не в курсе, ребята, я понять и простить. В общем, после этого начинается пресс, начинает пиздить. И для чего это делается, потом, со мной тоже эту процедуру проделывали. В общем, это делается, знаете, для чего? То есть на малолетке, где я отбывал наказание, там никаких запретов не было. У нас не было ни каких-то запрещенных веществ там употребить, да? У нас не было телефонов, у нас не было вообще ничего не было такого, чтобы прям, за что там какие-то в карты мы там не играли. То есть, ничего не было. В принципе, малолетка, несмотря на то, что вся тюрьма Рязанская на тот момент находилась на так называемом черном ходу, именно крыло, где была малолетка, крыло было красное. Там, в принципе, сдавать было нечего. Для чего делали это менты? Сейчас я вам расскажу. Перед тем, как начну рассказывать, хочу порекомендовать вам канал один, очень интересный. Его автор, Владимир, рассказывает свой опыт избавления от недугов, от своих зависимостей. Также на канале есть ролики, где он консультирует и оказывает психологическую помощь людям, страдающим от разного рода зависимостей. Если вам интересна данная тематика, либо, может быть, вы хотите в какой-то мере познать себя, всем советую, ребят, будет интересно, будет полезно людям думающим. Ссылку я оставлю, как всегда, в описании. Лайк, подписка. Кстати, лайк можно поставить и мне, и подписаться на канал. Давайте продолжим. Итак, зачем это все делается? На малолетке, например, это делалось. Это делалось для того, чтобы человека сломать именно в плане, сломать эту планку, сделать его стукачом. То есть формально. То есть все, человек уже с малолетки, он не сможет там, так сказать, продвинуться по карьерной тюремной лестнице. Были такие случаи, когда люди не выдерживали. Это было и во взрослых, кстати, камерах. Потом, когда меня перевели во взрослую камеру, то есть бывало такое, что менты там как-то прессовали. Человек, не выдерживал этих издевательств, говорил, да, все, я согласен, я буду стучать. Потом приходил в камеру и говорил, пацаны или мужики, вот такая фигня была, я не выдержал, я, сказал, что я буду стучать. Его никто не тронет за это, никто его не зарежет, ничего. Но его, все, его выломят с хаты,
То есть, как бы, его поймут даже в какой-то степени, скажут, блин, ну, всякое бывает, хотя, ну, и поймут, и осудят, и все вместе. Но по законам вот того времени и того места, где я находился, было так, даже если ты там под побоями согласился, и даже если ты потом пришел, рассказал, вот, типа, ты хотел как лучше, все равно. Сам факт, то, что ты согласился, тебя уже сломали, то есть твою волю сломали, то есть, соответственно, как бы, ну, все, ты как бы, ну, ты предал, ну, то есть ты должен был там, типа, биться с ними до конца, там, еще там что-то, короче, не знаю, вскрываться, резаться, вешаться, но ты не должен был ни в коем случае ни на что соглашаться, ни на какое сотрудничество, ничего. И даже если ты сделал, типа, это специально, да, знаете, как вот сейчас говорят, типа, да, ментов обмануть, типа, это не западло, да, или там написать там заяву там встречную, типа на ментов, там, ну, если менты на тебя написали, написать на них. Сейчас-то как бы да, но вот раньше нет. Раньше все было гораздо более жестко. И вот, ну, вот такие были ситуации, как бы не получалось на это съехать. В общем, если ты проявил слабость, как бы все, пожалуйста, к своим. Вот, будь любезен. Вот, это делалось для этого. Менты это знали и как бы с малолеткой старались, ну не старались, пытались вот так вот сломать. Дальше. Что еще интересного, какие моменты? Давайте конкретные какие-то вот вам расскажу истории. Например, если человека вычисляли, то, что он стукач, да, это сделать крайне сложно, потому что, ну, у него же на лбу не написано, правильно? Вот. А написано, знаете что? Написано в описании ссылки на ВК, Инстаграм, мой Телеграм-канал, мой второй канал, Лайв, если кто не подписан. Сейчас я открыл третий канал, мы там смотрим сериал «Спец». Вместе, там я прям в прямом эфире комментирую и вместе с вами смотрю. Такие же трансляции проходят, кстати, ВКонтакте. Вот, что еще хотел сказать. Пока на этом ограничимся. Давайте продолжать. В общем, на лбу не написано же у стукача, что он стукач. Ты можешь подозревать человека, но, как говорится, за руку не поймал. Но бывали случаи, когда все-таки их вычисляли, ловили. Естественно, били их там до полусмерти. Как бы такое есть даже правило, что типа сука хуже петуха. Вот так. То есть ты можешь прям, ну, вернее, не ты, не дай бог никому вам попасть туда. То есть, ну, в местах лишения свободы, то есть суку стукача могут убить, и как бы никто вообще из арестантов, никто вам не вправе вообще за это предъявить. В общем, такая канитель. Короче, но потом менялось время, как бы, да, вот это я вам рассказал, когда я первым сроком сделал, да, и когда вот, ну, были случаи, когда стукачей вычисляли, их там били, забивали, убивали. Потом время начало меняться, зоны начали краснеть, и стало происходить следующее. Люди, если знали, что, допустим, у них там в секции, либо в камере есть стукач, его не били, не трогали по двум причинам. Первое, это то, что если они его мочканут, то есть менты об этом узнают, и, соответственно, он уже будет им не интересен, им придется вербовать какого-то нового стукача, а арестантам, соответственно, вычислять нового стукача. Просто как бы из-за этого, одна причина, первая, из-за чего его там не били, не убивали, не ломали. Вот, то есть просто при нем переставали какие-то вещи рассказывать. И вторая причина, то есть потому, как боялись, что человек, раз уж он стучит, соответственно, он может, если его там поломать, да, там, избить, он может и заявление написать, как бы и добавить срок. Зэки с течением времени и с покраснением зон стали более нежные, стали более требовательные. Нам положено это, нам положено то. Никто не захотел, короче, страдать, перехотели люди. Вот, в общем, стали побаиваться и как бы, ну, боялись ответки, что поломают, будет ответка за них. Вот таким образом у нас, вот, например, на Пскове, когда я сидел, происходило следующее. И таких случаев, я думаю, много. Обязательно пишите свое мнение вообще по поводу стукачей, что вы по поводу этих людей думаете. Неважно, отбывали вы наказание, служили вы в армии или там просто где-то работаете. Стукачи есть везде, они даже просто на рабочем месте иногда докладывают начальству. Обязательно напишите вот про стукачей ваше мнение. Вот. Это гражданская позиция такая, гражданский долг, либо это все-таки какой-то вот, ну, заподлянка какая-то. Итак, в общем, был у нас один человек, и после этого я похожие ситуации видел в других зонах, которые прям вот, ну, все знали, что он стучит. Он ходил
в оперчасть, хотя ходить не обязательно было, уже были как бы телефоны. Я как-то рассказывал, тоже вторым или третьим сроком был один товарищ, который у себя из кармана на кнопочном телефоне набирал смс-ки, не глядя, то есть вот через Т9, там, да, там вот эти 9 клавиш, то есть он стоял, где-то мог стоять, держать руки в карманах, присутствовать при каком-то разговоре и в это время, ну, куму, оперу, отправлять, короче, смс-ки там в режиме реального времени, вот. Так, короче, был у нас один товарищ, и все знали, короче, что он стукач. Он ходил в эту оперчасть, видится, стучать туда, ну, под предлогом там написания каких-то заявлений или того-сего. Вот, и, короче, все это знали, но старались как-то, так сказать, это, ну, знать просто и все для себя, и как бы, ну, и быть с ним осторожным. Но в один прекрасный момент этот человек, он еще и общался там с девушкой по телефону, он там вошел в образ гангстера и позвонил ей, там угрожал сломать ноги, там еще что-то. Короче, она пошла и написала заявление. Написал заявление, приехали там то ли прокуратура, то ли ментовка, короче, в зону. Пришли те, кто в этой зоне работает, подтянули блатных и говорит, идите, короче, на этом отряде разберитесь, вот такая фигня. И разобрались они, знаете, что самое интересное как? Они собрали всех в отряде, у кого были телефоны, и у меня в том числе. Я как бы все 40, если есть возможность держать связь, я всегда был на связи. Вот. Собрали тех, у кого были телефоны, и начали решать, ну, так сказать, кому его оставить, кто им пользуется, как бы умеет им пользоваться, а кому и он типа не нужен, вот так вот. И у меня забрали телефон, еще там у 4 пацанов забрали телефон, всего у нас было 15 телефонов на бараке на 100 человек. Вот, то есть самое интересное, что типа, ну, типа из-за него забрали, вот, телефоны. А ему самый прикол, что ему оставили. Якобы он там должен какие-то дела порешать для братвы, там что-то он им должен, не должен. И понимаете, вот это сделано было, не понимаю зачем, почему и для чего. Наверное, они решили для себя это сделать, потому как перед ментами они типа, мы разобрались, все, мы там и лишние телефоны позабирали, короче, наказали, да, то есть, ну, все, ребят, все, молодцы. И для себя они такие, опа, пошли эти трубки забрали, там, не знаю, барыги отдали, он их попродал, потому что телефон там стоили вообще бешеных бабок. То есть там телефон стоил, вот эта зона была, там телефон был очень дорогой, то есть обычная звонилка, ну просто телефон, вот, ну черно-белый, просто который звонит, да, самый простой, он стоил там порядка 7 тысяч рублей, там зарядка стоила 3000 рублей, вот, чтобы вы понимали, вот, и у меня там был Nokia 3310, помните такую мобилу, я ее покупал то ли за 5, то ли за 6 тысяч, это был 2012 или 2013 год, представляете? Вот. Ну и плюс еще заряд, короче, все это в десятку обходилось, а на свободе уже как бы в это время, ну, стоил нормальный телефон десятку. Вот, что я дальше делал, короче, ребята. Вы, наверное, скажете, а что ты там не порешал, там, ты же там, по-любому, там, ты же говоришь, что ты там прошлыми 40-ми что-то газовал, там, что-то никому не отзвонил. Короче, в продолжении биографии я рассказываю, что, во-первых, я этим сроком, вот, про который я рассказывал, и где вот эта ситуация произошла, я был еще под таблетками и находился в состоянии вот этого вот панических атак периодически, это раз. Во-вторых, я уже был как бы переобутый вторым сроком. И третье, я не оставил это все так. Что я делал? В общем, я пошел к смотряге с бараком, а приходили как бы блатота со всех отрядов и решали. Я говорю, почему у меня забрали телефон? Он говорит, типа, ну вот ты же там все слышал. Я говорю, ну я что слышал, я ничего не понял. Я говорю, ну в связи с чем? Я что, кому-то мешаю там, типа, я звоню домой. У меня жена беременная, еще там что-то, я говорю, ну там домой звоню, я не занимаюсь такой фигней, я почему вообще попал под этот пиздорез? Он такой говорит, ну я не знаю, типа, ну он там походу в теме был, или, ну честно говоря, не то, что он был в теме, он был просто вообще никакой, смотряга этот за бараком, вообще вот так поставили номинально просто. Вот, он там, у нас рабочий отряд был, я на швейке работал, вот, а он сварщик, короче, то есть днем на работе варит эти заборы, а вечером он там смотрящий за отрядом. Вот, говорит, типа, вот там эти блатные там с других отрядов сказали, я говорю, звони этому, кто за лагерем, а он в СУСе сидит. Он такой, зачем? Я говорю, ну будем разбираться, что зачем, почему вы у меня забрали телефон. Вот. А мне, короче, мы шумим там, вот такой Бирюлевский он смотрел,
Тогда за лагерем я, короче, ему звоню, говорю, здорово. Я говорю, я вот такой-то, такой-то, произошла такая-такая ситуация. Он говорит, а что ты мне зачем звонишь? Говорит, у тебя есть там вот на этот человек, я никаких там, грубо говоря, указаний не давал. Я сказал, вот тем, кто в зоне находится, людям, как бы, вот эти, кто при общих делах, оставьте тем, кому вы посчитаете нужным, кто, как бы, ну, там, вреда не несет. А почему тебя забрали, ты у него узнавай. Я ему говорю, ну, что, ты слышал? Ну, мы на громком. Он говорит, да. Я говорю, ну, за что ты мне, объясни, поясни мне, за что? В чем причина? Он такой, ни в чем, короче, разберемся, все. Но я говорю, я буду и в Москву звонить, и как бы, ну, я деньги не печатаю, не штампую. Я лучше вот эти вот, как бы, 10 тысяч мне пацаны, которые дают на вот это, на мобилу там и так далее, я лучше отправлю вон жене, пускай она там что-нибудь детям купит. Короче, пообещала мне разобраться, я говорю, ну все, я день подожду, потом я опять буду, говорю, звонить, короче, там, и выяснять и так далее. Короче, он мне приходит и приносит, короче, какой-то вообще развал, какой-то Siemens A35 с битым экраном. Говорит, вот, говорит, тебе, короче, говорит, и еще одному пацану, которому, типа, тоже забрали телефон, говорит, это вам на двоих пока, а потом, типа, мы разберемся, говорит, потому что тех телефонов уже нет, их куда-то отправили, короче, концов не найти. Я смотрю просто, ну, у меня хоть и 3310 была, но в идеале, понимаете, а мне принесли, короче, и позвали этого чела, у которого тоже был телефон, но я его знал, и у него тоже забрали, вот, и, видимо, он тоже там кипишевал, он говорит, вот вам, типа, на двоих, вот это вот, не знаю, что это за говно было, походу на запал лежал, знаете, вот на запал это такая штука, вот есть телефон, допустим, разбился, или ему уже, ну, хана, его убирают там, типа, на запал, запал это, когда менты приходят, например, на шмон, да, вот. А у них там с блатотой еще что-то там, ну, какие-то завязки есть. И блатота им просто вот этот запал отдает, и они не шмонают, они уходят просто, и все. Вот. И, походу, такой телефон нам отдали, и, ну, я как бы его в руки взял, я понимаю, что это говно. Я говорю, он тебе нужен? Этому типу, он говорит, ну, мне как бы, типа, ну, сойдет тоже. Я говорю, давай так, короче, ты мне 1,5 дай за него. Вот. И все, я больше, ну, на него не претендую. По-моему, 1,5 или 2. Он говорит, все, не вопрос. А этому я сказал, я говорю, слушай, я этот телефон, типа, ну, пускай он у него остается. Я говорю, я понял, что ты там как бы, ну, вообще не бе-не-ме, ты там сказать им ничего не можешь, и концов не найти уже этого телефона. Я говорю, я просто тебе хочу сказать, что в следующий раз такая канитель будет, я не пойду, ты меня не зови даже на такие. Я сейчас, говорю, я затяну себе сам телефон, я найду деньги, затяну себе опять, ну, телефон. Я говорю, ну вот на такие мероприятия я больше не пойду, я тебе говорю сразу, меня можешь даже не звать. Вот. Он говорит, да, хорошо. И все, я потом затянул себе другой телефон, убрал его там на промзоне, его хранил. Итак, ладно, теперь давайте поговорим напоследок, зачем это делается. Люди, зачем они стучат, для чего. Поощрение. Они получают от ментов дополнительные свиданки, дополнительные передачи. Просто поощрение в виде благодарности. Они уйдут, возможно, на условно-досрочное. Был один у нас случай в этой же зоне. Человек освобождался условно-досрочно. Ему в этот день разбили всю харю. Вот, то есть он не работал нигде, ничего, и он освободился условно-досрочно. Все знали, что он стукач, но никто его не мог тронуть. Никто его не мог тронуть, потому что, ну, боялись вот этих двух причин, которые я вам сказал. Вот, и вот в день освобождения его отпиздили прямо вот возле КПП. Ему выходить там. Вот, то есть, ну, между волей вот, и тюрьмой, вот, его лупил там Макс, завхоз питерский, вот, завхоз соседнего отряда, сам питерский, короче, ну, тоже там переобувшийся из бывшей братвы, короче, вот в красный, и вот он, короче, представляете, красный лупит стукачей, да, такое тоже бывает, это строгий режим, детка, короче, вот он его лупил, он ему всю рожу разбил, он еще в белой майке освобождался, он ему разбил всю харю, как он визжал, орал, вы не представляете, он ему ногами, вот, туфлями прям всю харю, я не знаю, думал, он его убьет. Менты, короче, эту канитель видели, такие идут, увидели там, короче, из-за угла, что там такая драка, Макс кого-то забивает, они развернулись, обратно пошли в сторону бани, проверять, никто ли там не ходит, не знаю, бычки в неположенном месте не выкидывает. Вот, то есть это я говорю к тому, что наказывают вот за это. Причем, как бы, знаете, не обязательно быть красным или петухом для того, чтобы быть стукачом. То есть есть люди, которые живут, типа, ну, имеют статус того же, например, мужика, да, но все знают, что он стукач, сука, но просто не могут как бы его поймать за руку, да. Вот, например, был такой случай тоже в Сусе.
мне рассказывали пацаны, кто там отбывал, когда вот вторым сроком, у меня очень много близких там было, говорит, они сделали один раз так, они знали, что у них стукач, но не могли его никак поймать. И им пришлось просто, написать маляву, где он типа от его имени, где он дает весь расклад, и подкинуть ее, и при нем найти и сказать, типа, на спольном месте, у тебя, смотри, у тебя малява, как бы ты стукач там, и все. И вот его забили, избили, вот так с ним разобрались. Как говорится, с волками жить, по волчьи выть. Вот такая была ситуация, друзья. Думаю, разложил вам, объяснил, да, как это происходит, зачем, почему. В общем, люди, наверное, как сказать, конченые совсем, да, которые это делают. Им хочется, то есть, у них уже вообще ничего святого нет. Это уж, если зэки и так сами по себе, это далеко не благородный народ, то это уже совсем вообще кончиты. Вот. Бог им судья. Ребят, а вам я напоследок пожелаю всем здоровья, пожелаю никогда не попадать в никакие нехорошие ситуации, тем более во всякие места, такие нехорошие, недружелюбные. Вот. И напоследок опять попрошу вас оценить видео, написать коммент, подписаться на канал. Огромное спасибо всем спонсорам, кто нажимает синенькую кнопочку «Спонсировать», вы мне очень помогаете. Напоминаю, что есть еще закрытый телеграм-канал, где я рассказываю очень много вещей с матом, без цензуры, как в старые добрые времена. Это закрытый телеграм-канал, как в него попасть, смотри видео, инструкции по ссылке в описании. Все, друзья, до новых встреч, увидимся.